Сегодня хочу... Секунду. Ого. Сегодня хочу рассказать о лучшем домашнем сиропе от кашля и боли в горле. Простите, просто я сразу же решил продемонстрировать симптомы. Иногда люди не понимают мой странноватый юмор, но я не со зла. Ну ладно, это видео о кашле и боли в горле и об одном из лучших средств. Да, в нем есть мед. В других видео я говорил, что мед влияет на уровень сахара в крови. Но когда дело касается кашля, особенно хронического, или боли в горле, я решил не быть так строг насчет меда, и скоро я объясню почему. Это касается одного конкретного вида меда. Средство содержит определенный вид меда, я скажу какой. Лимон, яблочный уксус и воду. И главным активным ингредиентом этого средства является мед манука. Этот конкретный вид меда обладает интересными свойствами, которые хорошо исследованы, и множеством природных соединений, которые влияют на организм. Да, хоть это и сахар, в нем 70% фруктозы и 30% глюкозы. Он может повлиять на сахар крови, но в нем есть и вещества, которые могут помочь при многих проблемах, о которых расскажу. Этот мед был очень тщательно исследован. Все ссылки оставлю под видео. Одно исследование показало, что он действовал лучше, чем антибиотик и лекарство от кашля. Хочу уточнить, что положительный эффект создает не фруктоза и не глюкоза, а совершенно другие вещества, которые пчелы извлекают из цветков и доставляют в улей. В частности, куст манука содержит удивительные фитохимические соединения. Мед манука уменьшает симптомы боли в горле, оказывает положительное действие при лечении ожогов, любых ожогов. Отлично подходит для заживления ран, а также язв, таких как пролежни. Даже Управление по надзору за медикаментами одобрило его как средство для заживления ран и пролежней. Некоторые из веществ в меде высвобождают кислород из гемоглобина и ускоряют процесс заживления. Он обладает противоаллергическим, противовоспалительным действием, препятствует инфекции верхних дыхательных путей, обладает противотромботическим действием, оказывает положительное действие на иммунитет, подавляет стрептококковую бактериальную инфекцию, а также оказывает положительный эффект при гингивите и заболеваниях пародонта. Хоть это и сахар, он не вызывает кариеса, наоборот, может уменьшить зубной налет. Я не рекомендую включать мед в рацион, так как сахара в нем много, но при кашле, боли в горле вполне можно попробовать. Итак, каков рецепт? Возьмите стеклянную банку с крышкой и добавьте 2 столовые ложки яблочного уксуса. Зачем? Дело в том, что яблочный уксус повышает фагоцитоз. Это может помочь ускорить иммунный процесс и быстрее справиться с инфекцией. Также яблочный уксус обладает противомикробным действием. Далее, добавьте 2 столовые ложки лимонного сока. Если есть возможность, лучше возьмите целый лимон, органический, пробейте блендером и добавьте в пропорции вместо лимонного сока. Почему? Так в вашем зелье будет намного больше витамина С, чем просто с лимонным соком. Но если нет времени или желания, возьмите 2 столовые ложки лимонного сока, желательно органического. Лимонный сок тоже обладает удивительными свойствами. Он может действовать как природный антибиотик, обладает противомикробными свойствами, может подавлять кашель. Третье, что нужно добавить, это 2 столовые ложки меда манука. Затем доливаем четверть литра воды, хорошо перемешиваем и храним в холодильнике. Советую пить это средство шотами. Возьмите рюмку, выпейте залпом. Дайте средству проникнуть в горло и проглотите его. Можно по несколько раз в день. Я не рекомендую кипятить смесь, потому что ферменты и другие соединения могут потерять свойства при нагревании. Однако можно приготовить еще одно эффективное средство — чай из коры скользкого вяза. Дайте ему немного остыть, добавьте столовую ложку меда.
Размешайте, чтобы мед растворился, и пейте как чай. Только не добавляйте мед, когда напиток очень горячий. И еще одно. Если будете добавлять целый взбитый лимон вместо сока, смешайте потом блендером все вместе. Воду, мед, яблочный уксус и стакан воды. До однородности. Храните в холодильнике. Вкус будет довольно крепкий, насыщенный. Поэтому, когда сделаете глоток, это может поначалу немного раздражать горло из-за яблочного уксуса. В таком случае просто добавьте больше воды. Но у большинства это средство подавляет кашель. Если еще не видели мое видео о воде с лимоном, самое время это исправить. Вот оно, посмотрите.